Привет из Турции! Сегодня я покажу вам, что можно посмотреть в Алании за один день. Я собрала свои самые любимые места и главные достопримечательности. Получился такой небольшой, но очень классный план. Он будет вам полезен, если вы приезжаете в Аланию на один день и хотите посмотреть все сразу и быстро. Пойдемте! Самая главная достопримечательность Алании – живописный пляж Клеопатры. Здесь можно искупаться и сделать красивые фотографии на фоне скал и бирюзовой воды. Согласно легенде, этот пляж был подарком Клеопатре от Марка Антония. Изначально на берегу были плиты. Чтобы впечатлить Клеопатру, римский полководец приказал доставить сюда песок из Египта. В результате колоссальных усилий получилось маленькое чудо. Под водой плиты остались, поэтому море здесь всегда кажется особенно голубым и прозрачным. Этот пляж отмечен голубым флагом, он действительно очень чистый, ухоженный. Посмотрите, какой здесь песочек. Пляж Клеопатры в Алании растянулся почти на 2 километра. В одной части песок крупный, а в другой мелкий и плотный, удобный для прогулок. Я делала полный обзор этого места в отдельном видео. Советую его посмотреть, если вы собираетесь на отдых в Аланию. На пляже можно взять на прокат лежаки и зонтики. Души и раздевалки тут бесплатные. Рядом с пляжем Клеопатры расположен вход в знаменитые пещеры Дамлаташ. Это еще одна достопримечательность, которую любопытно посетить. А еще рядом с променадом есть зеленые уголки, где можно прятаться от жары в тени деревьев. Обязательно пройдитесь по променаду вдоль береговой линии. Здесь расположены десятки пляжных кафе, бесплатные тренажеры, спортплощадки, детские горки и необычные скульптуры. В теплое время года можно полетать на параплане и полюбоваться пляжем Клеопатры с высоты. Променад плавно перетекает в парк с красивым названием «Сады Алании». Здесь много зелени и цветов, повсюду лавочки, фонтаны и качели. Это еще одна достопримечательность Алании, которая достойна вашего внимания. Купите турецкий бублик «Симит», переведите дух и отправляйтесь изучать город дальше. Дорога из садов Алании сама приведет вас в так называемый парк кошек. Он находится прямо возле станции канатной дороги. Здесь построены домики для котов. Местные жители и туристы приходят сюда на сеанс кототерапии. Это место идеально отражает характер Турции. Если вы хотите посмотреть Аланию за один день, то прямо из парка отправляйтесь на канатную дорогу. Это лучший способ увидеть окрестности города. Время работы и цены на билеты я оставлю в описании под этим видео. Я сначала думала вообще, зачем ехать на канатке, что здесь такого смотреть. Но оказывается, Алания с высоты такая красивая, вокруг горы и море, и сам город. Обалденно, мне так нравится. Канатная дорога доставит вас на высокую гору, где расположены лучшие смотровые площадки Алании и знаменитая крепость. Задержитесь здесь, чтобы сделать красивые фотографии и выпить чашечку кофе по-турецки. Большую часть крепости Алании можно посмотреть бесплатно. Достопримечательностей тут хватает. Крепостные стены, мечеть, хозяйственные и городские постройки. Если вы интересуетесь историей, советую взять экскурсию. Ссылку на проверенный вариант я вам оставлю. А если вам интереснее просто погулять, то обойдите всю территорию самостоятельно. Крепость – важная достопримечательность Алании и музей под открытым небом. Даже на быстрый осмотр советую запланировать 1,5-2 часа. Полюбуйтесь Средиземным морем, отыщите горных козочек и подышите хвойным воздухом. Спуститься обратно можно на канатной дороге, но я советую обойти всю гору и выйти вниз по тропинке. Здесь нас ждет еще одна достопримечательность Алании – Красная башня и старая крепостная стена. Кызыл-Куле – легендарная оборонительная башня и главный герой сувениров из Алании. Погулять рядом с ней можно бесплатно. Вдоль огромной стены оборудованы дорожки и мостики, а со ступеней легко спуститься к небольшим пляжам с прозрачной водой. Башня Алании была построена в 13 веке для обороны города. Вообще она является частью большой крепости, а здесь очень классная бесплатная часть и еще внутри музей. Так что здесь можно гулять полдня.
Именно здесь можно сделать самые атмосферные фотографии Алании. На фоне древних камней, оливковых деревьев и выбоин в крепостной стене море выглядит особенно живописно. Со стороны башня кажется небольшой, но на самом деле в ней 5 этажей, и туда помещается 2000 человек. И вот сейчас там по крыше ходят люди, там смотровая площадка, туда можно подняться. А вот эти вот штуки наверху, они сделаны для того, чтобы оборонять башню, и оттуда выливали раскаленную смолу и стреляли. Башня построена так качественно, что до сих пор остается одним из лучших в мире примеров средневековой военной архитектуры. Она не раз спасала город от врагов. Вот здесь заканчивается бесплатная часть, это вход в музей. Внутри можно посмотреть, как раньше строили корабли. Музей открыт в настоящих доках. Если вам интересна эта тема, я рекомендую купить комплексный билет. С ним можно выгодно посетить и доки, и этнографический музей внутри Красной башни. На прогулку по крепостной стене я бы советовала потратить не меньше часа. Здесь приятно делать фотографии, рассматривать старинные пушки и катапульты, слушать, как журчит вода. Погуляйте по деревянным мостикам возле стены и спуститесь вниз на тропинки, выложенные булыжником. Здесь же советую взять стаканчик гранатового или апельсинового сока. Классический турецкий напиток в таком месте кажется особенно вкусным. Красная башня стоит прямо в порту Алании. Сам порт – еще одна достопримечательность, которую стоит посмотреть каждому туристу. Первым делом дойдите до маяка Алании. К нему легко попасть бесплатно по каменной насыпи. Здесь часто можно встретить турецких молодоженов и рыбаков. Аланийский маяк уже много лет освещает путь морякам. Его свет видно на расстоянии 200 морских миль, хотя сам маяк невысокий, около 20 метров. Туристы любят его за фотогеничность. А еще рядом с ним хорошо делать снимки на фоне моря. В порту работают кафе. Здесь можно попробовать знаменитый балык-экмек, перекусить мидиями или выпить кофе. Порт плавно перетекает в ухоженную набережную. По одну сторону расположен пляж, на котором можно купаться, а по другую – гавань. По набережной приятно гулять в любое время года. Здесь продают кукурузу, торгуют сувенирами и предлагают экскурсии. Место оживленное и очень живописное. Пройдите по набережной до конца и вернитесь обратно. Еще в порту есть площадь с водопадом. Рядом с ним даже в жаркий день ощущаешь прохладу. Тут можно немного подняться на ступеньки, попадете на смотровую площадку. Еще в порту можно заказать экскурсию на большом туристическом корабле, яхте или частной лодке. Обычно туры по Средиземному морю длятся около часа. За это время вы полностью обогнете гору, на которой стоит крепость Алании. Я советую обязательно выделить время на морскую прогулку. Это один из лучших способов осмотреть Аланию с необычного ракурса. Пещеры, маяк, крепостная стена, даже пляж Клеопатры. Вы увидите главные достопримечательности совсем близко. На некоторых экскурсиях гиды ничего не рассказывают, а просто озвучивают названия мест, мимо которых вы проплываете. Такой вариант тоже хорош. Аланией приятно просто любоваться. После морской прогулки отправляйтесь на бульвар Ататюрка. Посидите в кафе и пройдитесь по магазинам. В сердце Алании всегда кипит жизнь. А неподалеку расположен автовокзал, с которого можно отправиться обратно в отель. Надеюсь, вам понравился мой маршрут, и вы полюбите Аланию так же, как люблю ее я. Поддержите меня лайком и обязательно подпишитесь на канал. У меня для вас еще много интересного. Пока!